Они боялись ее больше, чем 34-ку, больше, чем С-2, потому что когда на позицию выходила ИСУ-152, даже «Тигр» и «Пантера» превращались в груду горящего металла. А когда война уже почти закончилась, эта машина пришла в Берлин, чтобы поставить последнюю точку в истории Третьего рейха. По приказу Сталина эту машину спроектировали всего за 25 дней, а последний бой она приняла уже при ликвидации аварии в Чернобыле. Начало Великой Отечественной войны Красная армия встретила без самоходно-артиллерийских установок. В танковых конструкторских бюро делались попытки создать САУ на базе уже существующей бронетехники, но дальше опытных образцов дело не пошло. В нацистской Германии подобная боевая техника уже существовала. Были как противотанковые САУ, так и так называемые штурмовые орудия, предназначенные для поддержки своей пехоты и танков в бою. Знакомство с ними в самом начале войны оказалось для Красной армии довольно неприятным сюрпризом. Основным оружием советских танков Т-34 и КВ-1 была пушка калибром 76 мм. В ходе проведения Красной армией в конце 1941 года первых наступательных операций крупного масштаба было установлено, что это орудие имеет недостаточное фугасное действие во время борьбы с вражескими дотами. Поэтому в начале 1942 года начались работы над САУ с более крупнокалиберным орудием. В результате длительного обсуждения и проработки на совещании артиллерийского комитета в апреле 1942 года было решено начать работы над проектом САУ, получивший условное наименование «Истребитель дотов». Определился и облик будущей боевой машины — это была ходовая часть тяжелого танка, в неподвижной броневой рубке которого устанавливалось крупнокалиберное орудие. Сразу же после совещания известный советский конструктор танков Семен Александрович Гинзбург, в тот момент начальник бюро самоходной артиллерии, направил в ГКО письмо с предложением создать штурмовую САУ на базе танка КВ-1 и вооружить ее тяжелой гаубицей-пушкой МЛ-20. Работу над этим проектом поручили Уральскому заводу тяжелого машиностроения и Челябинскому Кировскому заводу. Но работа над проектом САУ замедлилась из-за того, что с потерей летом 1942 года Сталинградского тракторного завода и на Уралмаше, и на ЧКЗ развернуто было строительство более нужного тогда танка Т-34. Работа продолжилась лишь осенью 1942 года. В результате победного контрнаступления советских войск под Сталинградом Красной армии снова понадобились САУ, способные разрушать долговременные вражеские укрепления. Я также напоминаю, что не стоит подписываться на мой Бусти, ведь там вы можете не только поддержать мое творчество, но и увидеть что-то интересное обо мне. Ссылочка будет в описании, но не подписывайтесь, пожалуйста. Поехали. Постановлением ГКО от 4 января 1943 года ЧКЗ и опытным заводам номер 100, номер 9 и номер 172 предписывалось в течение 25 дней закончить проектирование тяжелой САУ, построить ее опытный образец и передать его для государственных испытаний. Макет будущей САУ был изготовлен уже 17 января 1943 года. 23 января самоходка уже была готова, не хватало только орудия. Его доставили поздно вечером, причем оно не подходило под амбразуру в броневой маске. Всю ночь шли работы по его установке. Это орудие несколько отличалось от серийных гаубиц-пушек МЛ-20, у него все маховики управления были перенесены на левую сторону ствола для большего удобства работы наводчика в тесном боевом отделении машины. Следующим утром машина отправилась на Чебаркульский полигон, где успешно выдержала заводские и впоследствии государственные испытания. 9 февраля 1943 года она была принята на вооружение Красной армии под названием Су-152. Новые самоходки приняли боевое крещение в ходе сражения на Курской дуге. Правда, количество их было незначительное, всего 2 тяжелых самоходных артполка. Использовали их в основном против новых немецких танков «Тигр». Мощные орудия СУ-152 выводили из строя немецкие танки и самоходки на дистанции прямого выстрела. Причем для выведения из строя вражеского танка или САУ достаточно было и близкого попадания осколочно-фугасного снаряда рядом с целью. Экипаж майора Санковского, командира одной из батарей Су-152, всего за один день боя вывел из строя 10 вражеских танков. За высокую эффективность применения Су-152 по вражеским танкам установка получила прозвище «Зверобой».
Я очень хочу порекомендовать мой телеграм-канал, а также мою группу ВК. В телеграме очень удобно принимать оповещения о моих новых видео, а также узнавать об анонсах моих построек моделей. Моя группа ВК – одна из самых крупнейших про моделизм на платформе. Там разгораются яркие дискуссии о моделизме, подписчики делятся своими работами и вдохновляются чужими. Так что все ссылочки на телеграм и на группу ВК есть в описании к видео. В ходе наступательной фазы Курской битвы Су-152 хорошо проявили себя в качестве мобильной тяжелой артиллерии, усиления танковых и стрелковых частей РКК. А тем временем на ЧКЗ продолжалась работа по совершенствованию тяжелой САУ. По многим причинам производство танка КВ-1С было решено свернуть и начать выпуск нового танка, получившего название ИС-1. ИС– это Иосиф Сталин. Танк, носивший имя Верховного Главнокомандующего, имел более надежную ходовую часть и более толстую броню, чем его предшественник. Шасси танка ИС было решено использовать и для тяжелой САУ. Разработка ИСУ-152 велась под руководством конструктора Жозефа Котина. В октябре 1943 года был построен первый прототип. Он успешно прошел заводские и государственные испытания, и 6 ноября 1943 года постановлением ГКО ИСУ-152 была принята на вооружение. В том же месяце началось и ее серийное производство. В декабре 1943 года Су-152 и Су-152 еще выпускались на ЧКЗ совместно, а со следующего месяца ИСУ-152 полностью заместила свою предшественницу ИСУ-152 на сборочных линиях. Серийное производство ИСУ-152 закончилось в 1946 году. Всего было выпущено более 3000 боевых машин. ИСУ-152 имела ту же компоновку, что и прочие серийные советские САУ того времени. Полностью бронированный корпус был разделен на две части. Экипаж, орудие и боезапас размещались впереди в рубке, которая совмещала боевое отделение и отделение управления. Двигатель и трансмиссия были установлены в задней части машины. Броневой корпус САУ сваривался из бронеплит, расположенных под рациональными углами наклона. Основное вооружение ИСУ-152 состояло из гаубицы пушки МЛ-20С и монтировалось в установке рамного типа справа от осевой линии машины. Противооткатные устройства орудия защищались неподвижным литым кожухом и подвижной литой сферической бронемаской, которая выполняла функции уравновешивающего элемента. 3 члена экипажа располагались слева от орудия. Впереди механик-водитель, затем наводчик, сзади заряжающий. Командир машины и замковый находились справа от орудия. Посадка и выход экипажа производились через прямоугольный двухстворчатый люк на стыке крышевого и заднего листов рубки и через круглый люк справа от орудия. Корпус также имел люк для аварийного покидания экипажем самоходки и ряд мелких лючков для погрузки боекомплекта. Люк для погрузки боеприпасов располагался на левом борту машины. Большое спасибо всем моим спонсорам, которые продолжают поддерживать мой канал и благодаря которым видео продолжают выходить регулярно. Оформив подписку на мою страничку на Boosty, вы не только делаете благое дело, но и также получаете дополнительный контент обо мне. Ссылочка на Boosty есть в описании к видео. И также пожертвования вы можете отправить мне на мою карту Сбер. Есть реквизиты в описании. ИСУ-152 использовалась в основном в качестве орудия огневой поддержки наступающих танков и пехоты. Мощные снаряды гаубицы пушки МЛ-20С были очень эффективны как против неукрытой пехоты, с установкой взрывателя на осколочное действие, так и против вражеских укреплений, с установкой взрывателя на фугасное действие. Одного попадания такого снаряда в обычный городской дом средних размеров было достаточно для уничтожения всего живого внутри него. ИСУ-152 прекрасно себя показала во время штурма Берлина и Будапешта, Кёнигсберга и Бреслау. Сильное бронирование позволяло САУ выдвигаться на дистанцию выстрела прямой наводкой для уничтожения вражеских огневых точек. Чтобы уменьшить потери от огня немецких гранатометчиков, в городских боях ИСУ-152 использовались по 1-2 самоходки вместе с штурмовой группой для их защиты. Крупнокалиберный пулемет ДШК на ИСУ-152 был эффективным оружием для уничтожения пехотинцев, скрывающихся на верхних этажах зданий. Умелое взаимодействие между экипажами САУ и пехотой позволяло достичь поставленных целей с наименьшими потерями. В противном случае атакующие машины могли быть очень легко уничтожены фаустниками.
ИСУ-152 могла также успешно выступать в роли истребителя танков, хотя существенно уступала специализированным истребителям, которые вооружались противотанковыми пушками. ИСУ-152 и ИСУ-122 сводились в отдельные тяжелые самоходно-артиллерийские подразделения. Обычно это был полк. С мая 1943 года по 1945 год их было сформировано 53. Каждый полк имел 21 самоходку в составе 4 батарей по 5 машин плюс САУ командира подразделения. Командир САУ обычно имел звание полковника, командиры батарей — звание капитана или старшего лейтенанта. Командиры и механики-водители, как правило, были лейтенантами или младшими лейтенантами. Остальные члены экипажа по штатному расписанию были сержантского или рядового состава. Полк обычно имел в своем составе несколько небронированных машин обеспечения и поддержки — грузовики, джипы или мотоциклы. С декабря 1944 года начали формироваться гвардейские тяжелые самоходно-артиллерийские бригады для обеспечения огневой поддержки танковых армий. Их организация была заимствована у танковых бригад, количество машин в обоих случаях было одинаковым — 65 самоходок или танков соответственно. ИСУ-152 по праву вошла в историю Великой Отечественной войны как одна из самых мощных и грозных советских самоходно-артиллерийских установок. Созданная в рекордно короткие сроки, всего за 25 дней она стала ярким примером того, как в условиях жестокой войны советские конструкторы и промышленность могли быстро и эффективно решать сложнейшие задачи. Спасибо, что посмотрели видео до конца. Поддержать мою деятельность можно на моей странице на Бусти. Увидимся в новом видео. До новых встреч!